Для любителей, которые, я так понимаю, для туристов, которые приезжают, там всякие напитки типа каркаде, там янсун. Я видела во многих влогах, то есть те, кто ездит в Хургаду, в Шарм-эль-Шейх, их там вот возят по таким лавкам, где им предлагают всякое каркаде и всякие вот эти вот их местные напитки. Вы поймите такую простую вещь, то есть вот по поводу всяких бьюти, вот этих заморочек, по поводу там кремов, всяких масок и так далее. So fragile, like it was built to break off the handle. Когда мы недавно проснулись, как бы уже умылись, как говорится, зубы почистили. Вот, я хотела показать, какой сыр здесь бывает. Вот мы покупаем, сыр называется Гуда. Вот так вот в нарезку. Вот. Есть, кроме того, я вам говорила, есть хлеб Фина, Кайзер, есть также вот адаптированный, мне так кажется, под нас хлеб. Называется он Rich Bake. То есть, если вы когда приходите, говорите Фи, Аиш, Rich Bake, то есть он все-таки более похож на наш хлеб, и он по вкусу более подходит. Вот. Также здесь продается корнфлейкс, то есть такой, разные корнфлейкс, он так и называется корнфлейкс. Вот. Колбаса, я говорила, ланчон, и, кстати, к одному из видео у меня был комментарий, что ланчон в Египте говно. На самом деле ланчон очень плохое качество делается в Египте. И есть компания Хальвейни, они более-менее, египетская компания Хальвейни, они делают более-менее приличный ланчон. Вот. Вот он, кстати. Такой вот, есть такая вот расфасовка. Есть крупный. Вот. Называется компания Хальвейни. Вот я не знаю, видно или нет. Вот написано Хальвейни. Вот. То есть, если вы приходите в магазин, говорите, предположим, сколько вам надо, 250 грамм, предположим, говорите Наиз или Анаиза Роба Хальвейни ланчон, Анаиз Роба ланчон Хальвейни, то есть, или Анаиз, если мужчина. Роба это 250 грамм, нус это полкило, и кило это килограмм, соответственно. Вот сейчас я делаю завтрак ребятам. Кстати, по поводу Нескафе также продается здесь. Вот. Просто оно так и называется Нескафе. То есть все растворимое кофе называется здесь Нескафе. Сейчас буду делать чай. У меня тут такая импровизированная чашечка стоит. Я туда наливаю заварку труху, которую я показывала в прошлом видео. Вот. И она у меня там заваривается вместо чайника заварочного. Вот. Кстати, по поводу видно, не видно меня. По поводу чая, кроме такого, ну, как бы, растворимого чая, такого в рассыпной, продается, здесь есть компания Lipton. Вот. Крупнолистового чая нету, вот такая же вот наподобие труха продается, но как бы спастись можно чаем в пакетиках. То есть вся труха остается в пакетиках, и поэтому мне так кажется, он как-то почище. Вот. Из чаев также есть зеленый чай. Там зеленый чай. Вот мама у меня очень любит зеленый чай. И зеленый чай бывает разных наполнителей, то есть с разных вкусов. Он может быть там и яблочный, и с ментолом. Вот. Ну, также у них есть здесь свои всякие напитки. Вот. Ну, это как бы для любителей, которые, я так понимаю, для туристов, которые приезжают, там всякие напитки типа каркаде, там янсун.
Я видела во многих влогах, то есть те, кто ездит в Хургаду, в Шарм-эль-Шейх, их там вот возят по таким лавкам, где им предлагают всякие каркаде, всякие вот эти вот их местные напитки. Но я, предположим, я все это пила, как, соответственно, как говорится, не первый год, но просто будьте аккуратнее со всеми этими напитками, потому что это все травяное, вот, и там что-то имеет как бы эффект, то есть любая вот эта трава, она, соответственно, имеет эффект. И никто не знает, на кого какой эффект какая трава произведет. То есть вы можете напиться чаю вот в этой, где вам предлагают там попробовать, а климат, предположим, там жаркий, и у вас там будет либо резкое понижение давления, либо резкое повышение. То есть вы же не знаете, как на вас это такой эффект произведет. Поэтому аккуратнее со всеми этими травами. Вот. Потому что египтяне, они немножко другие. Они, во-первых, темнокожие. У них даже температура тела на 1 градус, она выше. У них 37 считается нормальная температура тела. Вот. Поэтому как бы аккуратнее со всеми этими делами. Кстати, по поводу косметики очень часто просят сделать различные влоги, посвященные всяким там, так называемым, сделать влог для девочек, сделать видео для девочек со всякими косметиками и так далее. Я просто сама по себе, я, опять же, вот как то же самое вот про эти чаи, всякие египетские напитки. Вы поймите такую простую вещь, то есть вот по поводу всяких бьюти, вот этих заморочек, по поводу там кремов, всяких масок и так далее. Для волос, для лица, тем более для кожи лица, вы должны понимать, что у египтян абсолютно другая структура волос. То есть прежде чем наносить какую-то маску египетскую, вы должны понимать, что это для египтян. В чем разница между египтянами и славянами? Разница такая, что у нас более нежная кожа, у нас другой вообще абсолютно волос. У них берешь один волос, египетский волос, он как струна толстый. То есть структура у них волос жесткий, толстый. То есть из-за климата, здесь климат другой, солнце другое, здесь много песка. То есть структура волос и кожа у них абсолютно другая, вы должны понимать. Прежде чем использовать какие-то маски для волос, египетские, там каких-то фараонов там, и так далее, вы должны понимать, что у них структура волос другая. Кожа у них, как, я не знаю, вот у нас очень нежная кожа. У них кожа более грубая, более устойчивая ко всяким воздействиям, ко всяким, то есть к износу, так грубо говоря. То есть если вы, то есть, ну, другие они, структура кожи вообще другая. У нас кожа более нежная, более мягкая, более подверженная различным аллергическим реакциям. Прежде чем мазать какую-то маску на лицо, прежде чем намазать какой-то крем на лицо, 250 раз подумайте, потому что все эти крема, все эти маски, все эти там лосьоны для волос, они именно разработаны, именно и веками, неважно там, тысячелетиями, они именно сделаны для египтян и для их кожи. И вот это увлечение как бы различными там вот этими вещами, мне кажется, это кроме как вреда здоровью и коже и волосам, оно не наносит. То есть не ставьте под угрозу свои волосы, свою кожу. Вот. И мне кажется, наоборот, какие-то натуральные крема, которые именно у нас, там, у славян, какие-то травы, какие-то крема, они именно приспособлены для нашей кожи. Все вот это египетское, оно приспособлено для темной, грубой кожи, для волос маски, приспособлены именно для вот их, вот этих толстых, жестких, как струна волос. То есть это вообще абсолютно другое. То есть это моя такая рекомендация. И по поводу вот как бы, я видела, как работают, потому что я работала рекламным агентом, я ходила по многим салонам египетским. Я могу сказать, что работают они и с кожей, и с волосами абсолютно по-другому. Они спокойно пережигают волосы, то есть они вот такие вот, как бы они, как бы у них волосы более стойкие, устойчивые, кожа на лице другая, то есть
они вообще относятся ко всему по-другому. Прежде чем посещать египетские салоны, вы должны понимать, у нас более утонченное и отношение к коже и к волосам, более нежное. У них более такое жесткое. Куда бы вы ни пошли, в любой салон, там, с волосами что-то делать, либо с кожей. У светлокожих, то есть во всех странах, где люди со светлой кожей, там более бережное отношение к коже и к волосам. И поэтому будьте аккуратны вообще вот в таких странах. Вы же видите, у них структура, у них кожа абсолютно другая, волосы абсолютно другие. Я не рекомендую использовать на себе там, просто многие туристы, они едут, вот, я просто видела влог одного мужчины, и он вот показывал, как они ездили, они там пили вот в каких-то там, какие-то как небольшие, видимо, магазинчики туристов возят, там поят их всяким пойлом, вот, аккуратно просто, аккуратно, потому что, опять же, вот повторюсь, что все, что на натуральных травах, оно все может иметь какой-то эффект на вас. И в связи с климатом, с этой жарой, оно может иметь какие-то последствия для вас могут быть. Вот. Ну что, завтракать пойдем? Бутерброды я уже нарезала. Да? Ну все, мы пока отключаемся. So fragile, like it was built to break off the handle. How'd we get to this place? We're leaving.